Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очень интересный гость. Это Юлия Эйр, девушка, которую вы знаете по ее великолепным каверам на песни Димаша. Эта девушка живет в Бельгии, и сегодня она вышла с нами на связь. Здравствуйте, дорогая Юлия! Очень рада видеть вас на нашем канале. Здравствуйте, Иван, здравствуйте, Александр и все зрители, которые нас смотрят. Я тоже очень-очень рада пообщаться с вами, появиться у вас на канале. И для меня это большая честь на самом деле, потому что ваш канал тоже очень любят Диерс. Хоть и не все, как последнее время показала, но вы умнички, достойно справляетесь с этой ситуацией, с вашим каналом. И я уверена, что очень быстро наберете достойное количество подписчиков и еще больше, чем было. Я не сомневаюсь в этом. Юлия, вы очень популярны среди Диерс. И думаю, что всем нашим зрителям будет интересно узнать чуть-чуть побольше о вашей жизни. Расскажите немного о себе. Откуда вы? Чем занимаетесь в обычной жизни? И что означает ваш псевдоним? Я родилась в Кыргызстане, в городе Фрунзе тогда, сейчас Бишкек. И, кстати, передаю горячий-горячий привет всем своим землякам, всем, кто меня смотрит в Кыргызстане. Сейчас я живу в Бельгии уже с 11 года на постоянной основе. До этого жила немножко здесь, в Бельгии, какой-то фрагмент жизни я жила в Москве. Ну вот с 11 года уже проживаю постоянно здесь. Осела, так сказать, вот дом с участком, дети, муж, все как положено. И занимаюсь, собственно, семьей, домашним хозяйством. У меня очень много забот, младшие дети совсем еще маленькие, так что занимаюсь домом. И вся моя социальная жизнь происходит, ну вот с друзьями, и вот благодаря тому, что у меня есть канал, и друзья, создались такие уже отношения, практически дружеские с некоторыми подписчиками. И для меня это большая отдушина такая в жизни, конечно. Ну, а мой псевдоним — это ничего особенного, это просто когда-то созданный аккаунт в "Гугле", то есть я не выбирала его специально, чтобы так назывался мой канал или как псевдоним, связанный с какой-то певческой деятельностью. То есть это просто на ходу сочиненный никнейм. И Эйр — это, можно так сказать, первые буквы фамилии моего мужа. Я просто так их подставила к своему имени. Джулия, я по паспорту Джулия в Бельгии. И так появилась Джулия Эйр. И когда уже стали появляться подписчики у меня на канале, я не стала ничего менять, и так осталось. Дорогая Юлия, ваши каверы на Димаша пользуются огромной популярностью. Скажите, вы профессионально занимаетесь музыкой? Да, вы знаете, для меня стало большой неожиданностью и радостью, что мои каверы понравились людям, и так стали мне много писать и делиться моими каверами, поддерживать меня, подписываться на меня. Я не ожидала такого, потому что как раз-таки никакой профессиональной подготовки у меня нет, не считая посещения кружка в юности, такой творческая студия, да, в Доме культуры, хорового пения. То есть, ну и какие-то посиделки во дворе на гитаре. Такой дворовый бэнд еще был какое-то время у нас, я там была солистка. Вот. Кроме этого, никакого серьезного образования, подготовки у меня нет. Я сейчас все сама стараюсь где-то подтянуть вокал, прощупываю себя, где-то смелею благодаря поддержке подписчиков и таким теплым комментариям, обретаю в себе уверенность и как-то вот голос свой нащупываю и учусь по каким-то YouTube источникам, уже более такие какие-то детали, ставлю дыхание и так далее сама по YouTube, когда есть время. Юлия, я думаю, что для многих Диерс будет очень интересно узнать, как же произошло ваше знакомство с творчеством Димаша. С Димашем меня познакомила, можно сказать, моя мама. Она прислала мне как-то сообщение в WhatsApp о том, что сейчас вот посмотрела по телевизору выступление
безумно талантливого парня, молодой, красивый, говорит, азиатской внешности. Не запомнила фамилию, ни имя, но была настолько в ступоре от его исполнения. И попросила меня в интернете, в "Ютубе" найти этот концерт. И вот таким образом я поискала, нашла. Эта песня, которая нас оглушила, это была "Любовь уставших лебедей" на военном вот концерте. И, ну, с тех пор вот так вот завертелось, что как только я это услышала, я, как и многие из вас, из нас, облазила весь интернет, просто ночи проводила, смотря реакции людей, потому что мне очень хотелось пережить еще раз и еще раз вот это откровение, вот это открытие. И, собственно, вот так вот дальше все и пошло уже. И мое творчество родилось, и теперь слушаем регулярно с мамой. И мама следит за творчеством внимательно. Мы знаем, что вы очень любите петь, и то, как вы поете, очень нравится Диарс. Расскажите, а как Димаш повлиял на ваше творчество? Да, вы знаете, я очень люблю петь. И, как я уже сказала, меня очень вдохновили мои подписчики и Дерз, которые в меня верят, и не полетели в меня помидоры за то, что я осмелилась вообще петь песни такого великого певца, как Димаш. И как он повлиял на мое творчество, он на него не то чтобы повлиял, можно сказать, что он его создал с нуля. То есть именно то, что сейчас я делаю, все эти переводы с казахского на русский и наоборот с помощью, да, моего знакомого теперь по интернету Саят Биисов, ему большой привет. Он переводит с русского на казахский, песни и какие-то идеи, которые у меня в голове теперь, возникают. И вот эта радость от того, чтобы петь и делиться с людьми, вот общаться и с вами в том числе. Все это произошло благодаря Димашу. То есть он был креатор такой, он был именно создатель, инициатор, такой мотиватор для меня, потому что, когда я услышала, как он поет, сейчас вокальную сторону даже брать не будем, безусловно, это, ну, это отдельная история, именно вокальный, да, на его диапазон голоса. Но вся вот эта аура, эта энергетика, которая вокруг него, душевность, которую он вкладывает, и его сопереживание, проживание каждой песни, вот это меня просто так, вставило. И мне, когда я первый раз спела песню "Акуим", мне было даже просто все равно. Я не боялась ни осуждения, ничего, ни мой акцент. Я даже сильно не было времени у меня готовиться, хоть и полетели в меня немножко шишки по поводу моего произношения. Но дело в том, что мне очень хотелось передать душу песни, передать настроение, передать голосом своим. Пусть он у меня там вот такусенький процент, да, от того, что есть у Димаша, но у нас у всех одинаковая душа, по крайней мере, с такими же потребностями, да, с такими же все хотим любить, не хотим страдать. И вот эти тонкие нюансы, мне кажется, на любом языке можно понять через песню. И вот это мне дало большой толчок именно начать мое творчество. Поэтому вот это крошечное творчество, которое я сейчас делаю, можно сказать, что вот, благодаря Димашу. Ну и плюс, как еще он повлиял. Я вообще стала петь на казахском языке. У меня процентов, 70 происходящего на канале — это казахский язык. Конечно, это благодаря Димашу. Юлия, расскажите, пожалуйста, как у вас появилась идея написания гимна Диарс? Ну, идея создать гимн у меня родилась, после того, как уже я спела несколько каверов, Димаша, и подписчики стали прибавляться и говорить мне очень хорошие слова, что вот настоящая Дирс, которая не поленилась, собраться и осмелилась, и поработала над собой, и стала петь, переводить. И настолько меня это вдохновило, и столько было сказано эпитетов, в сторону Димаша, да. Вот это все вот эти похвалы, все вот эти комментарии такие богатые, но они для меня очень многие эпитеты повторялись. То есть именно что в Димаше восхваляли люди, со всех уголков земли я, такой красной нитью прочитала несколько, да, эпитетов, что какие
у него изящные руки, что какой у него голос, что он как космос, что это, парень, вот надо же, он прославляет свою страну. И мне захотелось вот эти основные тезисы выразить в таком мелодичном, легком, позитивном виде. И припев у меня родился буквально за какие-то 15 минут, и потом села, написала текст и придумала мелодию. И вот благодаря Саше, аранжировщику, сделали такую песенку. И, конечно, моя мечта — снять профессиональный клип, в котором бы много-много Диарс позитивно как-то пели в припеве вместе со мной. Такая у меня есть идея. Может быть, найдется какой-то спонсор, чтобы вот сняли мы такой классный клип и порадовали Димаша. Юлия, расскажите, а как живут Диарс в Бельгии? Как чувствует Димаша? Есть ли фан-клубы? И если есть, то как в них можно вступить? Вы знаете, что странно, очень как-то подозрительно и любопытно, но в Бельгии я не нашла, не то чтобы какого-то фан-клуба или какой-то странички, сайта, посвященного Димашу. Я даже не нашла никакого личного аккаунта ни в "Инстаграм", ни в "Фейсбук", чтобы это был поклонник Димаша или поклонница, которые бы как-то регулярно о нем говорили, выставляли какие-то новости. Ни одного фан-аккаунта нигде я не нашла. Ну, с одной стороны, это как-то удивительно, но с другой, в Бельгии она это такая маленькая страна, она настолько аутентична, настолько, как сказать, углублена в свои собственные традиции, зачастую такие консервативные, что у них, в принципе, интернет, вот эта тусовка, вот это вот не очень развита. Я даже блогеров особо не знаю. И очень важный и интересный вопрос. Если бы вы встретили Димаша, какой первый вопрос вы бы ему задали? Мне кажется, если бы я встретила Димаша и должна была задать ему какой-то вопрос, это был бы какой-то очень глупый вопрос, какой-то нелепый, потому что я бы, скорее всего, переживала и не хотела бы какие-то сразу пафосные вопросы задавать. Я бы, наверное, спросила, как он физически умудряется все успевать и не уставать, и столько отдавая энергии людям на сцене и на съемках. То есть, где он черпает такую силу и не устает? Наверное, такой вопрос. А если бы была возможность задать вопрос такой более глобальный, такой более философский, наверное, бы спросила, какую бы песню он захотел отправить в космос, если бы мы туда отправляли какую-то капсулу, чтобы ознакомить, инопланетные цивилизации другие, с нашей Землей. Какую бы песню он посчитал достойной, вот в своей записи, конечно же, отправить в космос. Из тех, которые он исполнил, или, какую-то другую песню, которую он еще не спел, или, может быть, эта песня еще не появилась даже на свет. Вот мне было бы интересно, какая песня для Димаша вот самая-самая красивая, самая выражающая его нутро. Дорогая Юлия, нам было очень приятно с вами познакомиться. Желаем вам крепкого здоровья и творческих успехов. И вам тоже большое спасибо, ребят. Спасибо, что пригласили меня. Я очень рада у вас побывать. Также спасибо всем, кто нас смотрел. Подписывайтесь на канал Алга Петербург, заходите в гости на мой канал, и я тоже с радостью посмотрю все ваши новые выпуски, постараюсь не пропускать. И желаю вам, вашему каналу, дальнейших успехов, развития. Вы большие молодцы, вы все делаете профессионально, у вас все получится. И, конечно же, всем зрителям и нам всем я желаю здоровья прежде всего, и чтобы поскорее закончилась вся эта эпопея с вирусом, и мы зажили прежней полной жизнью. Нам всегда будет приятно увидеть новые песни на вашем канале. И, конечно, мы всегда рады видеть вас у нас в гостях. Спасибо и до новых встреч. Пока-пока.